Начну с того, что было настоящим и понятным. Первое. Я была в другом месте. Не в блоге, а в живой практике. Вела сессии как волонтер в психологическом центре, вела сессии со своими клиентами. Была рядом с реальными людьми и с их реальными трудностями. И это не проходит бесследно. Это забирает время, так или иначе, да, часы моей жизни. Это забирает эмоциональный ресурс. Но именно это делает меня специалистом. Не количество подписчиков, не количество лайков, комментариев под моими постами, либо видео. Чаще всего этого практически нет. А количество часов рядом с живым человеком, с его болью, с его процессами. Пока кто-то собирал аудиторию, я собирала опыт. Я не жалею об этом выборе, хотя, конечно же, можно было бы подумать и задать себе такой вопрос, почему я это не делала одновременно. Да, все можно было делать, но опять же, это время, это ресурс, и я сделала свой выбор идти в работу с людьми, а не в публичное поле. За эти 2 года я была немного и в депрессивном настроении, у меня умер отец, я слетала на родину, увиделась впервые с дочерью, впервые за 3,5 года. Это было очень эмоционально, трудно, больно и много разных чувств. Были разные визовые иммигрантские вопросы, именно поэтому процесс полета на родину был невозможен, иначе я бы потеряла бы все те года, которые я провела в Чили, и пришлось бы начинать все заново. Также был период творческого какого-то порыва, когда я занималась своими арт-проектами, реализацией своих арт-идей, участвовала в арт-ярмарках, продавала свои работы. И на это тоже требовалось время и ресурсы. Конечно же, есть муж, семья, да, моя большая чилийская здесь семья, друзья и какие-то другие вопросы. И все это, конечно же, время. Еще в Чили, в Сантьяго, мы с коллегой делали фестиваль счастья. Международный фестиваль на 2 языках. И это тоже опыт, интересное знакомство, интересный выход за рамки привычного. И на этот фестиваль тоже уходило время придумать, продумать, сделать, распиарить, договориться, продать билеты и так далее и тому подобное. Еще у меня было наподобие инфодетокса. Инфодетокса, как правильно, не знаю. Да, осознанный, выбранный такой путь неучастия в каких-то социальных сетях для того, чтобы убрать вот лишний шум, чужие голоса, чужие мнения о том, какой я должна быть, как правильно, что неправильно и так далее и тому подобное. Каким я должна быть как специалист, как человек, что я должна писать. Я наслушалась много разных маркетологов, наставников, начиталась разных каких-то мнений. И пока я все это делала, я поняла, что мне это не близко, мне это не подходит. Где в этом я? И для того, чтобы понять, где в этом я выбрала путь, в том числе и тишины. Третье, да, из настоящего, из такого значимого, конечно же, я училась много, я получала образование, углублялась в разные темы, которые мне интересны и которые для меня важны как для специалиста. И это тоже время, это тоже вложения, да, и финансовые, и эмоциональные, и временные. Тот вклад, который я делала в себя как в специалиста. И все это превращается в глубину, в ту глубину, с которой я потом работаю с людьми. Учиться продолжаю, личная терапия, супервизия – это процесс такой вечный, бесконечный, и он будет со мной всегда, потому что я выбрала этот путь на 2-ю половину своей жизни. 4, я писала книгу, и это тоже забирало ресурс. Это такая масло-масляная тавтология, но, увы, это так. Это время, и это сопровождалось множеством разных сопутствующих вещей. И сопротивление, и сомнения в себе, и стыд, и поиск редакторов, об этом отдельно расскажу. И
просто попытки, да, связаться с издательствами, продвинуть свою какую-то рукопись. И вот уже у нас июль месяц, на данный момент рукопись находится на второй читке у редактора. Дальше будет корректорская правка. Издательство, к сожалению, ну, либо к счастью, не взяли мою рукопись в печать, хотя кто-то писал, спрашивал, участвовала ли я с этой рукописью в конкурсах нонфикшена, либо куда-то ее предоставляла, но как такового вот конечного результата, что они берутся за ее издательство, не было. Поэтому будет самоиздат, об этом тоже расскажу еще подробнее. Так что следите за новостями. Если в целом, да, все это, практика, тишина, учеба, книга, быт, дела семейные, это то, что я могу назвать такими честными взрослыми причинами, почему меня не хватало на социальные сети. Но если я хочу быть с вами честной до конца, а я хочу, то, конечно же, это не единственная правда. Есть еще один пласт, который более глубокий, более сложный, и его сложнее признавать. Но именно в нем, мне кажется, все-таки находится ключ к тому, почему кто-то, включая меня, застревают в каком-то молчании на годы, хотя внутри есть вот это вот желание делиться, записывать видео, делиться мыслями, рассказывать про какой-то свой опыт. И вот об этом будет сейчас подробнее чуть дальше. Я заметила, что в какой-то момент у меня появился, хотя я сама, да, практик и работаю с этим, появился вот этот страх быть не идеальной. Как будто выйти в блог, да, записать заново видео, я обязана быть образцовой, безупречной, да, без единственной какой-то трещины. А любая моя обычность, любая живость, мимика, она у меня очень активна, это то, что нельзя показывать, потому что вдруг, да, разоблачат, вдруг увидит кто-то, что я все-таки какой-то не такой эксперт за этой моей неправильной либо очень живой речью, что я какая-то не такая. И вот я провалилась вот в этот период. И в этом было трудно признаться в том числе. А на самом деле под всем этим пластом лежит стыд. Стыд от мысли, что я самый обычный человек, что я самый обычный специалист, не гений, не звезда, да, а просто человек, который умеет помогать, который обладает определенными знаниями, который сама справлялась с определенными трудностями и в этом теперь помогает другим людям. Но я не идеальная. И я это прекрасно понимаю, что идеальных нет. Я это осознаю. Есть подходящие и неподходящие для нас сейчас, да, какие-то люди в какой-то промежуток времени. И есть откликающиеся и не откликающиеся нам люди, специалисты, помогающие практики, там, блогеры и так далее и тому подобное. И все это вообще не зависит от человека, от того, кто находится там перед камерой, да, от того, кто чем-то делится. Это всегда зависит от того, кто смотрит и слушает этого человека. И мы все в разный период времени выбираем слушать и наблюдать за разными абсолютно людьми, в зависимости от того, с какими трудностями мы сталкиваемся в тот или иной период времени. И вот сама, да, я сама как специалист работаю со своими клиентами, в том числе и с такими запросами, со стыдом. Про стыд вообще отдельно можно говорить очень много. И даже при условии работы, что у меня есть свой собственный личный терапевт, я все равно провалилась. Провалилась в этот момент, вот в эту глубину стыда, и мне пришлось заново себя пересобирать. А еще я заметила в себе избегание прямого разговора о том, что мне нужны клиенты, о том, что у меня есть эта потребность. Как будто признаться в этом говорит о том, что я зависима, да, либо какая-то недостаточная, потому что у меня были клиенты, вдруг они ушли. Но они ушли не потому, что они ушли там, по каким-то причинам, да, нехорошим, а потому что мы закончили с ними нашу работу, мы пришли к определенным целям, они научились справляться с трудностями самостоятельно, и я вижу в этом классный, хороший результат нашего сотрудничества. Но для меня, потому что я молчала очень много, это оказалось не так хорошо, да, потому что освободилось много времени, много ресурсов, и
потребность сказать, что да, у меня есть время на работу с другими людьми, оно вот повлияло на меня на то, что я провалилась чуть-чуть. Ну как же? Ведь у многих у нас есть вот эта установка в голове, что если ты хороший специалист, у тебя должны быть клиенты всегда, они должны стоять в очереди. А это не так. Да, вот я оказалась в такой ситуации, когда время есть, клиенты ушли, да, часть из работы, и у меня есть возможность взять новых, но очереди нет. И вот здесь, да, стыд, что я какая-то не такая, вновь немножечко такой у меня приподнялся. И ведь гораздо безопаснее, конечно же, было про это молчать, да, чем сказать прямо, да, я сейчас в той точке пути, где мне важно, чтобы меня вновь увидели, заметили, пришли ко мне новые люди в работу, потому что я хороший специалист. Не идеальный, да, не самый лучший, но достаточно хороший для тех, кому я могу помочь в определенных вопросах. И это простое признание, оно на самом деле не самое простое и не самое простое для того, чтобы сказать об этом не только себе, но и вот сейчас говорить про это вслух для всех вас. Было, конечно же, и сравнение. Я смотрела на коллег, которые продвигаются уже много лет, и у которых большая аудитория, налаженный какой-то поток клиентов, и невольно, конечно же, сравнивала их со своим путем, да, со своим нулем сейчас, без учета того, что, конечно же, у них другой опыт, другой контекст, другой путь, другое количество времени, сил, вложений, вложенное в это дело. Вообще нельзя никогда сравнивать себя с другими. Про это тоже все знаю, все понимаю, но почему-то в это тоже я провалилась. Хотя, если оглядываться назад, то, конечно же, у этого есть причина. Я просто 2 года не вкладывала свои силы и ресурсы для того, чтобы люди меня узнавали, для того, чтобы люди меня видели, для того, чтобы стать видимой для них. Как уже говорила ранее, в начале самом этого видео, я вкладывала свои ресурсы в другое. И я выбрала сама этот путь. Так почему же меня удивляет, что моя практика, да, сейчас уменьшается, и количество людей в работе со мной, их гораздо меньше, чем мне бы хотелось бы. Ну и, наверное, самый тонкий такой вот момент, чем бы хотелось бы еще поделиться, это моя собственная такая противоречивая, да, динамика. С одной стороны, мне важно, чтобы меня видели, слышали, чтобы меня узнавали, а с другой я боялась вот именно этой своей нуждаемости. Как будто бы, да, нуждаться в отклике, нуждаться в клиентах, во внимании, это что-то вот такое постыдное. И что это нужно скрывать за масками какой-то независимости, за маской самодостаточности. Но нет, это все не так. Это вот внутреннее противоречие, да, хочу быть увиденной, но боюсь в этом признаться, оно тоже в том числе держало меня вот в этом молчании куда сильнее, чем какая-то любая занятость. Почему? Потому что всегда можно найти время, всегда можно расставить приоритеты, немножечко подвинуть какие-то дела, чему-то меньше уделять времени, чему-то больше, чтобы все-таки двигаться к тому, что важно, что нужно и что ценно. Итак, подведу итог. Да, мой ответ на вопрос, почему я молчала, это не одна причина, а вот некое такое сплетение нескольких. И настоящая занятость практикой, настоящая ценность учебы, тишины и настоящий живой такой страх и стыд, да, быть увиденной такой, какая есть сейчас. Что изменилось сейчас? Да, почему все-таки я записываю это видео спустя 2 года, вот такая, какая я есть, и даже не буду его редактировать, не буду ничего с этим делать. Не потому, что я стала какой-то уверенной, бесстрашной, а просто потому, что я больше не хочу требовать от себя идеальности, каких-то специальных условий, каких-то специальных интерьеров, там, освещения, макияжа, одежды, да, чтобы просто быть, чтобы просто вновь проявляться и стать видимой для тех, кому я могу быть полезной. А еще я поняла, что хочу больше жизни в этих видео, которые я буду записывать, что
чтобы делиться тем, что мне помогает, что мне помогло, что у меня получилось, что не получилось, и вплести все это в мою жизнь, вот такую, какая она есть, в то, что я буду еще рассказывать, да, про психологию таким простым, доступным языком. Потому что психология для жизни — это действительно может быть просто. И я в этом сама лично убедилась и убеждаюсь каждый раз, когда на своих каких-то сессиях с клиентами делюсь ими таким психообразованием. Ну, просто ясно, понятно, чтобы они это сразу могли использовать в своей жизни. Еще я разрешила себе наконец-то быть самым обычным специалистом, который иногда сомневается, который иногда ошибается, да, который не так складно говорит, не так, может быть, прекрасно выглядит, но при этом умеет помогать, умеет поддерживать и хорошо выполнять свою работу, который разрешил себе, вот я как специалист, да, быть и явиться этому миру, да, потому что молчание — это не единственный вариант, который у меня сейчас есть. Все-таки я выбираю пойти и в явность, да, в явление себя. Поняла, что можно снизить ожидания от себя, снизить вот эти вот планки идеальности. В очередной раз убедилась за эти 2 года, что я не могу нравиться всем, но есть люди, которым я понравлюсь, которым я откликнусь и с которыми мы совпадем. И это важнее, чем то количество людей, которым я не понравлюсь. И если вы, как я, человек, специалист, который 2 года, год, может быть меньше, может быть больше, слишком долго молчите, либо молчали, я хочу, чтобы вы знали, что все возможно, и все можно начать заново, несмотря на какую-то паузу, на том же канале, с тем же контекстом, а может быть с другим. И можно испытывать разные внутренние противоречия, можно испытывать разные чувства внутри, но в то же время это нормально, и в то же время можно взять и начать делать вновь первый шаг. Просто об этом нужно сказать вслух, записать какое-то такое видео и явить себя миру. Мне кажется, в этом очень много хорошего, потому что явить себя миру там очень много силы и очень много ресурсов. И я хочу видеть себя той, да, той, которая смогла в очередной раз справиться с какими-то вещами, с какими-то своими чувствами, с какими-то трудностями. И если смогла я, то, возможно, это кого-то тоже вдохновит. И вы точно так же запишите видео спустя год, спустя 2 года, спустя 3 года. И это кому-то поможет. Ну что ж, спасибо, что дослушали до конца. А если у вас есть похожий опыт молчания и потом возвращения, делитесь, расскажите. Зайду к вам в канал, на видео, обязательно комментирую. Спасибо, что были со мной. Добро пожаловать вновь. Меня зовут Юлия Зальнова, я коуч, психолог, MDR-терапевт. Мне 43 года, я живу в Чили. Увидимся.